Всем привет, а точнее, наверное, доброе утро. Сейчас очень-очень раннее утро. Я перешла в зал. Тут смотрю кино. Выключила на всякий случай звук, потому что в прошлом видео YouTube заблокировал мой видосик, потому что где-то там на заднем фоне он услышал какую-то фразу, либо какую-то музыку, мелодию. В общем, теперь я везде буду выключать звуки. Я уже почти допила свой кофе. Вяжу сейчас оленят. Мне надо их 5 штучек в наличии. Пока занялась детальками. В общем, нашла себе новое рабочее место. У меня связаны все верхние лапки на 4 штучки. А нижние лапки сейчас вяжу. Потом буду вязать, соединять с туловищем. И отдельно буду вязать уже голову. Потому что над головой нужно еще поработать. Там немножечко нужно изменить схемку. Потому что я вязала, то меняла. Ну, в общем, нужно связать и записать, чтобы было ровненько. Пока только вот так вот. Такое вот небольшое подключение. Небольшой обзор своих работ. Буду дальше работать. Девочки, всем привет! Новое подключение. У меня сегодня уже вторник, получается, за понедельник и за вторник у меня связались вот такие вот фрагменты тела оленя. Я сейчас вяжу оленя, мне их нужно 5 штучек. И всего вот это один, и то есть сейчас я вяжу 4 штучки. Я уже связала туловище, все сделала, вывязала хвостики, им все тут. 1, 2, 3, 4. Так, 4 тела, 4 головы. Сейчас я буду делать утяжки. Вот я уже одну утяжку сделала. Сейчас буду приступать к оформлению. Хочу сегодня сделать все 4 игрушки. Вот. Здесь у меня связаны все рожки. 1, 2, 3, вот 4. И вот здесь вот у меня вот кончик, это ушки. Единственное, что мне нужно довязать, это вот полосочку. Вот. Ну, я буду ее уже вязать, когда игрушка будет оформлена, потому что, чтобы смотреть длину, где будет у меня совпадать между ушек, ну вот ушки, и чтобы до глазок. Ну, рожки, в смысле. Я надеюсь, я сегодня все это оформлю, и уже будет 4 готовых игрушки. И в конце видео посмотрим, какие получились. А здесь у меня продолжается процесс на игрушек, который для организации я вяжу. Там добавились головы, игрушки. Тоже покажу позже, на чем я остановилась. Пока на этом все. Такое небольшое подключение. Сейчас еще много работы впереди. И я надеюсь, вам вязовлог понравится. И приятного дальнейшего вам просмотра. Новое подключение. Хочу начать с того, что мне пришли мои журнальчики, в которых публикуются мои мастер-классы. Это в основном мастер-классы на малышей, игрушки по одной схеме. Я получила за январь. Здесь у меня публикация собачек. Также все ссылочки на такие мастер-классы я оставлю внизу под видео. ВКонтакте около 20 мастер-классов по одной схеме, и коллекция моя будет пополняться. Много задумок, осталось только найти время, чтобы их связать. Журнальчики небольшие, но настолько интересные. Сейчас идет коллекция для малышей, кто любит вязать спицами, крючком. Здесь все можно найти, и все. Считайте, что в бесплатном доступе. Журнал недорогой. Как бы это не реклама. Мне за рекламу не доплачивают журналы. Просто на самом деле журнальчики очень такие аккуратные, милые. И на досуге можно почитать, посмотреть и взять для себя что-то новое.
Потом в феврале, здесь моей игрушки на центральной страничке нету. В январе опубликовали моего оленяшку. Этого оленяшку я вязала еще, наверное, года 2 назад, когда год тигрика был. И тигрик у меня по этой схеме просто мастер-класс взорвался в инстаграме. Но и потом по этой схемке я сделала оленяшку. Конечно, оформление, как бы 2 года прошло. И есть с чем сравнить, когда растет сама рука, ну, своя, то, что по мастерству, и растет мастерство на оформлении игрушек. Здесь еще игрушки, почему-то я пришила бусинки. Почему-то я решила, что маленькие бусинки здесь будут смотреться лучше, чем большие, и мордочка не особо ровно пришита. Но в целом мастер-класс это тоже зашел, и много девочек прислали всякие готовые работы в разных цветах, в разных оттенках, и было очень интересно посмотреть на работы других мастеров. Вот. И азбука вязания. Здесь тоже игрушки разные. Здесь получается, какой у меня мастер-класс мой опубликовали. А здесь у меня капибарчик. Вот он. Это та же игрушка по одной схеме капибара. Здесь мультик, по-моему, есть такой, да? Фея Хлоя или что-то такое. По-моему, ребенок у меня смотрел, но в целом я не помню мультик. Но если вдруг у кого-то детки смотрят такие мультики, то готовый мастер-класс. Лягушка-брошка. Ну, в целом, повторюсь, журнальчики недорогие и интересные. И спицами тут вяжут, и крючком, и всякие разные узорчики интересные. А где купить, честно говоря, не знаю. Я могу просто оставить ссылку на группу ВКонтакте. Там вы уже просто сами перейдете в их магазин и либо закажете напрямую. Вот. Так, а теперь давайте приступим к моим готовым работам. Что я успела связать и какой сейчас процесс я быстренько довязываю. Сегодня у нас, повторюсь, суббота. Сегодня суббота, да. Сегодня суббота. Сегодня, наверное, будет крайний день, когда я записываю. Либо запишу еще вечером. Ну, в общем, давайте я вам сейчас покажу, потом уже понятно будет, о чем я говорю. Так, я связала 5 оленей. Я их упаковала в пакетики. Распаковывать не буду, потому что цвет белый, очень маркий, и с ним сложно потом возиться, когда, если вдруг где-то запачкается, очищать. Поэтому я связала, в заказе было их 5 штучек. А потом в прошлом вязовлоге я показывала, что связала 5 нерпочек. И был писец беленький. Вот сейчас я работаю над писцом. Мне осталось связать головы, и заказ будет выполнен. Рост игрушки получается 30 сантиметров с учетом рожек. Вот. Глазки я использовала 12 миллиметров. Здесь я брала голову в мастер-классе, не помню имя, Мезенцевой. В общем, украинский мастер. Она вязала этих оленят, только я уменьшила голову по размеру. А тело было, как у Миши предыдущих я вязала. Там никаких изменений не было. Так, взяла только голову, полосочку я пришивала отдельно, рожки и ушки вязала уже сама по размеру головы, чтобы совпадало. И игрушка получилась 30 сантиметров. Заказчику все понравилось, и вот у меня связалось 5 штучек. Так, дальше сейчас я их уберу. Вот так вот выглядит пока туловище, 5 штучек я их связала. То же самое схемка, как и у всех. Ниточку прятала, еще не чистила. В общем, когда буду игрушки уже оформлять, полностью упаковывать, я обязательно чищу скотчем, либо клейкой лентой, чтобы весь пух, весь ворс ушел. У меня тут в целом связано 5 тел, хвостик, ручки, ножки, все вязано. Вот в целом, ну, здесь особо показывать нечего, просто такой вот процесс.
Извязан. Вечером, наверное, покажу вам уже готовую игрушку. На 1-2 я точно свяжу. Довязывать буду в воскресенье. И в воскресенье уже, наверное, отправлю заказ. И все. И буду приступать к новому. Так, дальше у меня в процессе до сих пор малыши заказ по таинственному заказу, по таинственной игрушке. Здесь у меня пока только 2 игрушки, в целом связанные, соединенные с головой. И в целом у меня уже связано... Я не помню, сколько я вам показывала в прошлом вязоблоге, но если кто помнит или кто смотрел. В общем, вяжу я пока только голову. 2 надо оформить. Там внизу у меня ручки. Вот, всего их надо мне связать 20 штучек, и 5 марта будет отправка. Вот сейчас я довязываю заказ из плюшевой пряжи и полностью все свои силы направлю на этот заказ, чтобы успеть отправить его 5 числа. Вот здесь еще в целом надо будет связать парик, и игрушка будет готова. И вышить номерочек еще им. Здесь у них в каждой игрушке будет свой персональный номер. Компания заказала 300 штук, повторюсь. Кто не слышал, кто не знает или кто, может, прослушал в прошлом вязоблоге, компания заказала 300 штук. Нас около 14 мастеров вяжут игрушки. И у каждой игрушки будет свой персональный номер. Начиная от 1 и заканчивая последней игрушкой. Там сколько? 320 или 325 штучек, их, по-моему. Вот. Это также я откладываю. И сейчас хочу показать небольшую покупку. Это я уже готовлюсь к новому заказу. Я заказала донышки для люлечек. Так оно пришло у меня в заказе. Это артикул. Если вдруг кому понравится, то можете тоже заказать. Номерочек просто вводите в поисковике, и они появляются. Сейчас заказала уже давно. Хотела открыть с вами вместе на камеру. Там какие-то подарочки мне положили, и хотела посмотреть их вместе с вами. Так, у меня батарейка садится. Заказала 5 штучек, но мне положили 6. То есть настолько щедрый продавец. Заказывала 5. Положили 6-ю в подарок. И еще положили в подарок, я так поняла, такие пуговки ручной работы. Можно пришивать к деталькам, корзиночкам. В общем, разное оформление. Прикольно. Если, конечно же, будут заказывать еще такие игрушки, которые я сейчас буду вязать, то буду заказывать у продавца. И заплатила я около 150 рублей, что ли, за это все, по-моему. В общем, вообще шикарная. Я думаю, цена за 6 подложек и плюс еще такой вот маленький презентик. Приятно, очень приятно. Также повторюсь, по артикулу вводите артикул, и вам выдается этот продавец и этот товар, который я заказывала. Вот, пока на этом все. Пойду дальше оформлять игрушки, и надеюсь, я успею связать и показать, конечно, но уже будет вечернее подключение, и снимать буду под лампой. Все, до связи. Новое подключение сегодняшнего дня. Сейчас у нас вечер, 18 часов, 6 часов вечера. И вот, я связала голову для песца. Мы определились с форматом, какой, ну, точнее, как должна быть оформлена голова. Вот такая вот. Я вязала первый вариант, более удлиненный носик, чтобы был носик более смотрелся хорошо, когда будет утяжка на глазках. Но заказчик решил, что немножечко по-другому, чтобы не как у всех повторялось, ну не как у лисичек, там, например, с удлиненным носиком, а более конусным, чтобы он был. И вот такой вот вариант заказчику понравился. Я вставлю небольшой кусочек видео, как выглядела эта голова, потому что я ее разрезала.
в наполнитель вытащила, и вот эту вот часть, то есть, ну, я выкинула ее. Вот, и сейчас вот вяжу 4 головы мне осталось связать, и ушки я уже на всех связала. 4, так как 5-я игрушка вот. Надеюсь, я за сегодня успею, так как я обещала заказчику, что я отправлю уже завтра, это воскресенье, и все будет готово. Так что пойду дальше работать, и встретимся с вами чуть-чуть позже. Всем доброе утро. Я уже сходила на почту, отправила заказ, вязала очень долго, отправляла очень быстро, даже сфотографировать и кусочек видео отснять у меня не получилось. Сейчас у меня в планах перебрать пряжу. У меня вот здесь вот здесь вот я вытащила из-под стола, и еще в диван. Нужно диван открыть, ну, кровать, и достать тоже оттуда пряжу, потому что к следующему заказу нужно будет много оттенков разных. И нужно посмотреть, какие есть, какие дозаказать. Вот. И вообще, чтобы палитра была более большой. А то иногда вроде заказала много разных оттенок пряжи для заказов, а заказали, сколько я связала, 20 мишек, 5. Ну, короче, почти 30 игрушек я связала из белой пряжи. Вот как тут угадать? А сейчас нужно более большая палитра пряжи, чтобы заказ у меня попал в тон. Буду перебирать. В общем, воскресенье для этого и дано. Раз все заказы отправила, в воскресенье я отдыхаю, а в понедельник начинаем вязать, да, и снимать новый вязовлог. И как раз таки я хочу заняться вот этим стеллажом. Я его поставила, загрузила пока туда все ненужное, и хочу его перебрать и загрузить сюда полностью всю плюшевую пряжу, чтобы были красивые моточки всегда на виду и как бы теплее вязалось, потому что когда много моточков рядышком, всегда как-то уютнее мастерам. Так что на этом я буду прощаться. Вот такой вот получился не сильно длинный вязовлог. Ну, так что 2 игрушки я вязала в этом вязовлоге. Надеюсь, влог был вам минимум или максимум. В общем, на этом я прощаюсь. Всем пока-пока и до следующего вязовлога.